Дыхание по методу Вима Хофа, известное также под названием дыхание Вима Хофа или метод Вима Хофа, представляет собой уникальную комбинацию глубоких вдыханий, задержек воздуха и холодовой адаптации, которая за последние годы привлекла внимание ученых, спортсменов и людей, стремящихся к повышенной физической и психологической выносливости. В основе методики лежит серия специально отобранных дыхательных циклов, каждый из которых состоит из нескольких полных вдохов, сопровождающихся отдохновением в пассивном выдохе, после чего следует длительное удержание легких в пустом состоянии, пока не появится интенсивное желание сделать следующий вдох. Такой ритм способствует повышенной насыщенности крови кислородом, активизирует симпатическую нервную систему, приводит к резкому росту уровня адреналина и создает благоприятные условия для последующего контакта с холодом. Холодовая часть практики, то есть погружение в холодную воду, принятие холодного душа или нахождение в прохладном климате, дополняет дыхательные упражнения, усиливая их воздействие на терморегуляцию, мышечный тонус и центр воли. При длительном воздействии холода организм начинает адаптироваться, усиливая деятельность Brown Adipose Tissue, белой жировой ткани с Brown Adipocytes, что способствует более эффективному сжиганию калорий, повышению уровня метаболизма и улучшению энергетического баланса. Большое количество практиков отмечают не только физический подъем, но и улучшение настроения, снижение тревожности и общее ощущение психологической ясности. Научные исследования, проведенные в разных странах, показывают, что регулярные занятия методикой Вима Хофа могут оказывать положительное влияние на иммунную систему, повышая устойчивость организма к инфекционным агентам, а также на сердечно-сосудистую систему, способствуя более стабильному артериальному давлению и улучшению периферического кровообращения. Кроме того, техника доказала свою полезность в управлении хроническим стрессом, снижении уровня кортизола, улучшении качества сна и повышении концентрации внимания. У некоторых людей с гипертонией, диабетом второго типа или ревматоидным артритом дыхательные и холодовые упражнения помогают уменьшить частоту обострений заболеваний, но обязательно под наблюдением врача. Безопасность использования метода Вима Хофа требует особого внимания. Дыхательные циклы не рекомендуется выполнять в воде, в состоянии усталости или перед важными делами, а людям с сердечно-сосудистыми патологиями, заболеваниями легких, остеопорозом и беременности следует обращаться к врачу перед тем, как приступить к практике. Правильный подход подразумевает постепенное увеличение интенсивности тренировок, начиная с небольшого количества циклов, например, 3-4 вдоха, и постепенно переходя к более длительным сериям, до 30-40 вдохов, а также к более длительной экспозиции холода, начиная с прохладного душа и увеличивая время пребывания в холоде до нескольких минут. Практика дает возможность развивать внутреннюю силу воли, партисипары, actually участвовать, not correct, but continue. Участники практики часто сообщают о более устойчивом эмоциональном состоянии, лучшем качестве жизни и ощущении контроля над собственными возможностями. Таким образом, дыхание по Виму Хофу выступает не просто как физическая техника, а как комплексный подход к саморазвитию, объединяющий в себе аэробику, холодовую адаптацию и ментальное управление, позволяющий каждому желающему раскрыть новые ресурсы организма и уверенно шагнуть навстречу здоровому, активному и осознанному существованию. Метод Вима Хофа, голландского экстремального атлета по прозвищу «Ледяной человек», привлек значительное внимание научного сообщества. Этот метод, состоящий из 3 основных компонентов – дыхательных упражнений, воздействия холода и медитации или концентрации, стал предметом ряда медицинских исследований, изучающих его влияние на иммунную систему, воспалительные процессы и вегетативную нервную систему. Изначальный скептицизм ученых сменился серьезными научными изысканиями, которые подтвердили некоторые из заявленных эффектов. Ключевые исследования, проведенные медицинским центром университета Радбауда в Нидерландах, продемонстрировали, что метод Вима Хофа может позволить человеку сознательно влиять на свою вегетативную нервную систему и врожденный иммунный ответ.
В знаковом исследовании 2014 года, опубликованном в журнале PNAS, группа участников, обученных методу Вима Хофа, и контрольная группа получили инъекцию эндотоксина, компонента бактериальной стенки, который вызывает временные гриппоподобные симптомы – лихорадку, головную боль, озноб. Результаты показали, что у обученных участников симптомы были значительно менее выражены, уровень противовоспалительных медиаторов цитокина IL-10 был выше, уровень провоспалительных медиаторов цитокинов TNF-альфа, IL-6, IL-8 был ниже, а выработка адреналина значительно выше, что, по мнению ученых, играет ключевую роль в подавлении воспалительного ответа. Эти результаты впервые продемонстрировали, что люди могут добровольно активировать симпатическую нервную систему для подавления острого воспалительного ответа. Последующие исследования подтвердили, что именно дыхательные техники являются основным фактором, снижающим воспаление, хотя тренировки на холоде могут усиливать этот эффект. Недавний систематический обзор, опубликованный в журнале PLOS ONE в 2024 году, проанализировал 8 различных исследований и подтвердил, что наиболее заметными эффектами являются повышение уровня адреналина и противовоспалительных цитокинов, а также снижение провоспалительных цитокинов.